Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных коврах нейроведьмы и, в общем, сниму расклад на очень непопулярную тему, потому что не про императоров, не про то, как он там, что он там делал, что он думал, и почему, собственно, до сих пор не двигается в вашем направлении, потому что вот так вот по диагонали читаешь комментарии, которые оставляют большинство людей на каналах тарологов. Понятно, что самая понятная, хайповая, можно сказать, тема – это всегда отношения, потому что набирает большое количество всегда просмотров, а любой человек, который ведет канал, он, знаете ли, вкладывается в него как минимум временем. И понятно, что нужно, чтобы канал рос, поэтому как бы многие снимают отношения. И привилегия снимать не отношения у тебя появляется только тогда, когда, в общем, есть уже аудитория своя, которая тебя любит, знает, понимает, да, понимает, в чем ты силен, да, понимает, где ты можешь дать инсайт. Вот. Поэтому, да, у меня есть привилегия снимать не на отношения. То есть, если вот я понимаю, что нужно разбавить, вот, потому что я сильна и там, и там. Кажется, вообще нет тем, в которых я не сильна, но это особенности, наверное, чтения потока, потому что информация загружается, видимо, там из разных слоев, да, хроника каши, и во что вы там верите. Потому что, в принципе, ну, такие, знаете, относительно модерн, классические, современные, в общем, эзотерические школы. Есть такая теория, да, откуда мы берем информацию, что это хроники Акаши, да, такое некая библиотека, некое хранилище, где в виде сгустков энергии сосредоточена абсолютно вся информация. Ты можешь читать энергетические пласты, просто у всех у нас разные доступы и разное умение интерпретировать. Вот, поэтому, когда мне говорят, что терапевты и психологи умнички и молодцы, потому что у них образование у тарологи бабки у подъезда, вот, я скептически как бы улыбаюсь, потому что ведающие женщины всегда были самые образованные. И, собственно, за это образование, по сути, да, за их знания, да, их и подвергали анафеме, и читали, что они колдуют, да, собственно. А применение знаний, которое открывало совсем там другие возможности людям, там, лечение, то же самое, может быть, да, исцеление, да, или что-то в твоей жизни могло наладиться. Вот. Но почему еще древняя такая установка, что дар как бы нельзя применять для себя, потому что если вдруг у всех все плохо, у тебя все хорошо, значит ты ведьма, да, ведьма сжечь. И на самом деле как бы люди очень боялись, да, и отсвечивать как-то, и уходили в состояние самозванца, при этом качество энергии, аура и прочее, оно именно про то, чтобы действительно жить лучше других. Но не оглядываться на них, что я живу лучше или хуже, а именно жить в своей норме, да, жить как бы в своей условной девятке пентаклей. У всех она разная, да, кому-то действительно нужен частный самолет, ну вот, кто-то там просто в бизнесе летает, понимаете, кому-то как-то и вообще это не надо. Ну, это я просто по аналогии привожу. Не всем же нужны джеты и личные яхты, если это можно взять в аренду, правда, и вложить деньги во что-то другое. Ну, то есть вот... Вот. А как будто просто семья нужна, понимаете? И это личная девятка пентаклей и, наверное, личная девятка чаш. Да, индивидуальные процессы. Ну, самое главное, классно, когда, собственно, все хорошо. Мы очень боимся показывать, что у нас все хорошо. И умение беречь свою энергию, время и ресурсы вообще как бы выдает наша энергетика, да, выдает наша аура, поэтому посмотрим, какие слепки вы оставляете в пространстве, что транслирует как бы ваша аура, ваша энергетика и, собственно, почему так, а не иначе. И вы, наверное, знаете, что она может меняться, да? Что такое аура, да? Это, по сути, как бы общий такой слепок, да, вот наших энергий, вот то, что мы вот излучаем, условно. Так вот очень простым языком говорить. То есть мы же все оставляем энергетический след, да. Кто-то, извините меня, выхлопные газы, да, кто-то послевкусие, как от радуги, у всех по-разному. Ну, давайте смотреть, что же с вашей аурой происходит.
Вот что считывают люди, что чувствуют, да, может, дают обратную связь. Приятно с вами находиться, не очень там. Ну, сейчас мы посмотрим, почему. И она меняется, понимаете? Она может быть и большой, и маленькой. Но мы, конечно, не будем маятником, знаете, я не буду в мракобесие уходить и огромном количестве людей маятником там и рамкой измерять, да, вот это вот как бы поле ваше, как бы на картах Таро, это можно посмотреть. Ну, просто в качестве инструмента, если ты лично работаешь, лично, конечно, видно. Да, в общем, онлайн тоже видно. Вот. Но как бы на общих раскладах это делать всем, каждому одинаково говорить, это я ж не... Кто-то там на ярмарке, да? Так, окей. В инфобоксе время начала вашего видео. Первый камень в этот раз розовая сфера. Второй камень ярко-розовый. Не сфера. Третий камень уж тем более не сфера, зеленого цвета. Не хотите слушать болталки, ваши права. Как-то я, знаете, тоже подвыгорела их делать, потому что... Потому что, собственно, мне хочется работать в кругу как бы людей, которые понимают ценности. Я понимаю, что вы там пишете комментарии, ой, там не удаляйте, но вы понимаете, что у вас там, не знаю, сила, наверное, 3%, а все остальные негодуют вообще, что же я тут, значит, не вышла на YouTube как на работу, да? И что же, значит, я посмела какое-то свое настроение там транслировать? Я что, тут вообще не рождена развлекать? Разве? Ой, ладно, короче, это все сарказм и ирония, это всегда показывает просто уровень культурного развития человека и уровень как бы воспитания, и понятно, почему человек не меняется, не идет саморазвитие, потому что ему и так ок, и норм, да. Потом, значит, мы сетуем, как пробить денежный потолок, хотя мы сами жадны на обратную связь. Это вот относительно всех. То есть, да, если мы понимаем, что что-то у нас там не получается, да, давайте так, где мы задолжали по отношению к себе и по отношению к пространству, и где мы решили вообще, что нам все должны. Вот такая история. Или наоборот, да, где ушли в состояние жертвы, что я просить ртом не могу вообще озвучивать свои потребности, но вы догадаетесь. Все, давайте общаться предметно. Единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Интересно. Семерка жезлов на дне колоды. Искрящаяся аура, да, такая? То вот такая, то вот такая. Нестабильная. Нет стабильности. Это все. Ощущение внутреннего давления на вас очень сильное. Да? Как будто вас пытаются меньше сделать, чем вы по факту есть, чем могли бы быть. Сияете вы явно в полусилы. Сияете в полусилы. Ну хорошо, ладно. Сейчас посмотрим причинно-следственную связь. Нет, хилинга не будет в этот раз. Давайте, температура по больничке вообще, относительно вашей ауры, вот вообще температура по больничке у нас будет. Так, как мы сейчас, соответственно, вибрируем, да? И куда направляется энергия? Куда направляется энергия? Не забывайте о том, что это энергетический слепок, даже то, что сейчас мы с вами делаем, да, и понятно, что это можно менять, да, это просто вот согласно тому образу жизни, который вы ведете, согласно мыслям, окружению и прочим, да, вот этой вот точке, условно, в которой вы находитесь, нам показывают вероятные события. Понятно, что все мы их можем изменять. Общая температура по больничке вообще, да, то есть как вы живете, да, и что вот это формирует относительно ауры. Ну, интересная, конечно, история в повешенном, да, потому что есть ощущение, что либо вы силу закрыли, да, либо вот как-то, может быть, это какой-то переходный период по повешенному. Сейчас я немножко раскрою, потому что очень часто еще у нас очень много света от повешенного, если мы уж вот в этих всех энергиях, которые ближе у нас к христианским эгрегорам, там, например, каким-либо религиозным, где очень важным моментом, знаете, как... Очень важный момент – это условно прокачка верхней чакры, да, это когда тоже, знаете, такая нестабильность, потому что, допустим, верхние прокачанные, как бы, они же не очень. Ну, сейчас посмотрю, что повешенные. Почему повешенное это состояние ауры, оно все никак стабильным не может быть, да, оно как-то постоянно меняется, нет текущей точки.
Повешенная четверка жезлов. Смотри, сказать, что как бы там все грустно, нет. Но, наверное, вопрос в том, что это одна стабильная какая-то точка, да? Повешенная, собственно, четверка жезлов. Повешенная четверка жезлов, здесь еще запрет на радость может быть, понимаешь? Запрет на радость. И, соответственно, запрет на проявление тоже дает нам более какие-то тусклые оттенки. А сказать, что это какая-то болезненная история, нет. Просто тускло, просто не проявляешься, да, не светишь полную мощь. Да, вот расширение не происходит, потому что, смотри, либо вот это чувство контроля, да, либо голова это все контролирует, потому что, может быть, ментал достаточно жесткий, мощный, который, собственно, да, потоки эти слишком контролирует. И вполне возможно события в жизни таким образом, что типа высовываться нельзя. Да. Нет, у тебя есть ощущение то ли атаки, смотри на эту ауру, то есть посмотри, вот это все, да, оно сейчас твою ауру атакует. Что-то, может быть, достаточно темное, да, что-то, что тебя прям забивает, прибивает, да, не дает проявляться, ты меньше, как будто вот прям светишь и еле таким понятным, знаешь, светлячочком. И ощущение, что действительно у тебя были удары прям достаточно мощным по твоему энергополю, может быть, это еще и магические различные истории, и поэтому ты прям вот ощущение вот так вот просто на полшишечка светишь, тебя очень сильно забили, понимаешь, на энергетическом уровне. Вот ты очень так сильно посмотри, да, четверка мечей, пятерка пентаклей. Да, руки, ноги вот так вот связаны. Окей, хорошо. Но это вот, знаешь, события, которые могли там повлиять. И вот почему, собственно, да, твоя аура сейчас, она как-то прям, не знаю, то ли пробита, то ли защиты сильно нет. Ну, что-то поменялось сейчас, потому что мы прошлые события смотрели. Да, однозначно, вообще вмешиваются, скорее всего, высшие силы. Да, все. То есть так уже нельзя. У тебя как бы карта сила на дне колоды, сияй. Сияй, девочка, проявляйся вообще, да? Излучай. Сейчас я еще посмотрю, а люди что чувствуют относительно вашей ауры и энергетики. Да, здесь правда, с вами приятно, с вами спокойно, да, вы как будто в каких-то, может быть, новых энергиях, но при этом как бы королева чаш. Здесь очень много любви, здесь открытая анахата может быть, и это чувствуется тоже. Это тоже расширяет состояние потоков. Да? Значит, вы вышли из состояния четверки мечей. Вопрос был, наверное, в том, что сердце было закрыто, сейчас оно открыто. Да, сердце было закрыто, сейчас оно открыто. Ну окей, давайте. Вот согласно той картинке, которая сейчас есть, какое будущее здесь? Будущее. Ну смотри, по семерке чаш, с одной стороны, это ощущение, ну, потенциал, да, с другой стороны, ты как будто вот не, ты не умеешь над этим работать, да, ты не понимаешь, вот, ну, зачем тебе нужно ли ее расширять, там, да, там, этот поток и так далее. То есть ты как бы в прострации, что вы тут говорите мне, нейроведьма, потому что вот не совсем понятно, куда тебя выносит твоя семерка чаш. В какой-то, смотри, какие-то новые потенциалы. Вот смотри, вот уровень твоего условно-энергетического свечения дает тебе какие-то новые потенциалы, да, а энергии много, а ты вот, собственно, не знаешь, что с этим делать, да, поэтому, в принципе, можешь разрушать, можешь даже, знаешь, как вторгаться, получается, в какое-то чужое биополе, потому что ты, ну, как бы тебя, вот, правда, много, да, и ты не совсем умеешь это все как-то регулировать тебе, но самое главное, что тебе прям показывает вообще, что ты вышел из состояния пятерки пентаклей, обесценивания себя, там, четверки мечей и прочее, Вот. Ну, опять же, вы смотрите, вот только-только начинаешь набирать мощным силу свою. Вот такая позиция была. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Секрет ауры ваши. 3 карты. Просто смотрю, да, точку сборки, точку роста. Не знаю, в Москве в одном эзотерическом магазине делают снимки ауры. Ну, как бы, да. А я скептический такой эксперимент читала, когда
в общем, кастрюлю, в общем, вот этот аппарат запихнули, по-моему, да, и уже сделали снимки ауры, короче, и у кастрюли тоже аура есть. Говорит, да ладно, серьезно? Нет, ну, я знаю, что есть люди, которые видят ауру, я видела, и, ну, я почему-то вот видела ее исключительно у тех людей, кому было плохо. Кому было плохо, вот, ну, как ты скажешь, что я прям какое-то красивое, благостное свечение видела, нет. А вот кому помощь нужна была, кто от магии пострадал, кто в очень низких энергиях, вибрациях, я все это видела, да, прям до тошноты просто доходила. Ну, вот что, собственно, видишь. Я видела еще истинные лица людей, вообще мне казалось тогда, что кукушка у меня слетает. А я еще маленькая была, мне это было, наверное, ну, короче, от 18. Вот этот у меня, в общем, переходный возраст меня уже начал наупать. Вот это вся магия, непонятные проявления. Потом мне стали подсвечивать людей, в общем, женщин, которые привороты делают. То есть, ну, вообще вот какие-то малознакомые люди заводили со мной тему на это все. Вот в электричке там видела просто, что как у людей меняются лица, показывается истинная прям суть на лице. А я знаю, ну, значит, вот к бабке ходила, черные дела делала. То есть откуда я это знаю? Не знаю, мне раз вот так вот подсветили, как такое некое оборотничество, жуткое такое лицо. А человек нормальный сидит, смотрит там себе в окно, да? А я так вот ловила это все. Я же не знала, что с этим делать. Я же думала, что со мной прям совсем что-то не так. Да, мы считываем на самом деле энергетическое это настроение, состояние людей, да, потому что все наши действия оставляют слепки энергетические в пространстве. Кто-то это чувствует, кто-то нет. И поэтому бывает, что вы за одним вопросом приходите, а я вижу вообще, что у вас как бы слеплен-то совсем другой. Он говорит, а вот как вы это делаете? Ну, потому что это видно. Зачем? Вот истинные ваши запросы видны же. Ладно, давайте. Ну, давайте. Общая температура по больничке. Второй этаж, говорю. Господи, второй вариант. Общая температура по больничке. Вообще, какая у вас аура и что такое? Наверное, в каких-то красных, огненных тонах, да, потому что 5 мечей, собственно. Да, состояние конфликта, опять же, в конфликтном состоянии. Что у нас еще? 5 мечей. Да, есть такое. Есть такое. Но ощущение, что, может быть, вы правда ведомы и как бы вас очень легко разозлить. А может быть, вы направляете, знаете ли, тут вот эти свои как бы энергии. Они мощные достаточно, да, но они прям разрушительные. Либо, соответственно, вы как-то просто подвергались насилию, неважно, моральному, эмоциональному, там что-то еще. И от этого, собственно, формируется ваша аура. Она такая тяжеловатая, да, все же. Давай, что у нас еще было в прошлом такого, что формирует сейчас твою ауру? Ну, смотри, вот ощущение выживания, опять же, да, ощущение того, что нужно победить вообще всех любой ценой, вот, да, ощущение, знаешь, как захватничество, завоевание, это все может быть, но при этом ты делаешь это все очень хитро, ты это делаешь через любовь, понимаешь, это страшные люди по второму варианту. Потому что вроде ничего вот они плохого не делают, да, и ты смотришь, вроде достаточно приятная аура, а от нее угроза исходит. Угроза исходит, да, и ты когда начинаешь чувствовать, понимаешь, что здесь вот какой-то момент превосходства, подавления, да, вот какой-то, может быть, раздражительности, эго, это же все у нас как-то сказывается. Вот. Здесь, на самом деле, человек может, правда, знаешь, так тебе транслировать благость, да, а потом смотришь, что-то в жизни у него чуть не очень-то благости. Я уж не буду, конечно, показывать пальцем, но такое очень часто бывает во всяких религиозных организациях, и я не про конкретно сейчас говорю, потому что услышьте, пожалуйста, слушайте ушками, да, не какими-то частями тела, и потом предъявляйте свои же личные триггеры и проекции. Вот. Я сейчас не говорю конкретно про христианские, я не говорю конкретно про там еще что-либо. Это любые организации, которые, господи, прям на вишутку давят, не могу говорить. Но я все равно вам скажу. Господи, да что ж вы такие-то, а? Что за удушение, удушающий прием? Пытаются, что как ты можешь такое говорить? Да нормально я это могу говорить, потому что человек в состоянии своей святости, благости не пойдет учить жизни других людей, как им надо жить, а как не надо жить. И вот, соответственно, ну, скорее всего, ваше окружение формировалось так, что вам навязывали определенную, да, историю, как это должно быть, как должны проявляться. И это в плане духовной жизни, вот. Вот как бы под вот этой благостью, да, что типа вот тебя твои боги любят, короче, ты типа можешь творить всякую херню по отношению к другим людям.
которые, соответственно, типа, да, как-то богооставленные такие. Мне, конечно, вас жалко там, но все-таки я считаю вас существами другого сорта. Ну, вот какая-то такая, знаешь, информация идет. Я читаю в потоке, и, может быть, просто это ваше прошлое, да, что в настоящем происходит. Вот в настоящем, собственно, здесь вот тоже не могу сказать, что тут все хорошо с вашей аурой. Энергетикой по 4 мечей. Болеете, да? Пробитое биополе. Ну что, нейроведьма теперь уже биоэнерготерапевт. Coming out, да? Посмотри. А что вообще? Есть ощущение, что регулярно пробивают по 3 жезлов. Энергии не хватает на продвижение вперед, да, то есть это не та аура, которая притягивает людей, открывая вам какой-то путь, дорогу. То есть вы вот прям что-то транслируете такое, что как будто отпугиваете людей, которые могут вам помочь в решении вопросов, да. Что-то транслируете. Вы транслируете жертвенность из любви, да. Просто жертвенность из любви. Типа, а тут как-то прям какой-то конкретики нет, и здесь какой-то надрыв вообще больше идет. Ладно, давай. Будущее, да, согласно вот этой всей истории, конечно, ты можешь ее скорректировать, изменить. Вот, но расклады общие, как я вам буду вытаскивать какие-то общие советы, потому что это индивидуальные процессы. Что здесь такое? Ну, смотри, очень много любви. Ну, вот смотри, тут есть ощущение, что вот эта любовь, она как раз и корректирует, и транслирует вообще твою ауру. Но тут вопрос как бы в том, что посмотри, как много все-таки ограничений, как ты не хочешь, ну, любви, потому что вот когда ты в состоянии, у тебя твоя аура излучает любовь, тебя юзает, и я это все прекрасно понимаю, нам это все уже показали. Поэтому заведомо гасим этот внутренний свет свой. Заведомо гасим, хотя посмотри, какая там красивая она хата, и, собственно, как много там любви. Туз чаш, паж жезлов. Ну вот смотри, такое ощущение, что ты как будто в будущем даешь себе шанс новый, да, и какие-то новые энергии у тебя приходят в твое сердце и, соответственно, рассвечивает твою ауру какими-то совсем другими цветами, потому что у тебя другой путь. У тебя другой путь совсем. Совсем. Ты как будто вот разворачиваешься вообще в другом направлении. Как красиво. Либо у тебя покровительство, соответственно, другое какое-то, может, ты начинаешь верить в других богов, либо, соответственно, как бы аура твоя меняется, потому что в твое сердце приходит любовь по справедливости, понимаешь? Потому что вот если ты всю жизнь даришь любовь другим людям, начни ее дарить себе, и она вернется. И, может быть, она вернется там через любовь мужчины, через какое-то признание, понимаешь? Потому что путь по любви, он тоже меняет ауру. Тут еще у тебя солнце. Хороший знак, между прочим. Так, хорошо, троечка. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть наши слепки ауры в пространстве. О чем говорит. Что послужило причиной. Так, смотрите, это общая температура по больничке, те события, которые, ну, влияют на вашу жизнь, да, согласно чего вот складывается вот ваш энергетический слепок в пространстве. Вам больно, да, делали по королю мечей? Больно, такое ощущение, что прям как-то... Прям удар такой, да? Здесь прям действительно какая-то атака на силу, на внутреннюю силу, подавление этой силы, знаешь, может быть, ты на ментале давишь, а может быть, знаешь, окружение таким образом тебе прям показывают.
тебя очень сильно занижают, да? Я как-то рассказывала про ведро с крабами. И здесь тоже как-то проявляться в полную мощь для тебя опасно, да? Опасно абсолютно, вот посмотри. И здесь, ну давай по аналогии с, как я говорила уже, там, ведьмовством там, и прочее, это образованные женщины, это действительно путь, поэтому не смешно, когда каждая вторая называет себя там ведьмой, вот, потому что это реально путь, это не просто там посвящение от ваших родовых сущностей, которые тоже могут юзать вас в хвост и в гриву, если там недостаточно своей личной силы, да, по управлению этому всему, при этом я все равно буду всем орать, что я ведьма в 5-м поколении. Так как-то, знаете, странно звучит, а именно про тихую силу, про управление своей силой, про понимание, кто ты и что ты, да, какой у тебя, соответственно, статус в иерархическом мире волшебном. Ну, к примеру, вот я просто беру там ведьму, потому что вы что-то любите, все подобное волшебное, да, мало кто знает и понимает. И вот, соответственно, здесь вот ровно такая история, что тебя пытаются делать меньше, показывать меньше потенциал твой. Посмотри, это прям в пятерках. 5 мечей, 5 пентаклей. А события жизненные, знаешь, они больше про выживание. И, соответственно, там не про проявление силы, там не про то, что мы светим в полную мощь, там не про то, что мы там распространяем там свою ауру свечения, да, получается, там на... Как-то прям забито. Кто же так сильно забивает вообще? Пространство или какой-то человек, король пентаклей, 3 мечей. Кто-то активно перекрывает тебе прям сияние, свечение. Или мы на самом деле общество, в котором ты находишься, как ты думаешь, там? Хорошо, ладно. А сейчас что с тобой происходит? Потому что это твое прошлое. Сейчас что с тобой происходит? Посмотри, здесь вообще прям полное перекрытие. Что-то на энергетическом уровне, посмотри, по 2 мечей, да, абсолютно перекрытый человек, вот его не видно. Вот по 3-му варианту вообще вот вас не видно, вы как вот не отсвечиваете, не проявляетесь, не привлекаете вообще ни людей, ни события там жизненные. Почему так происходит вообще? Тут будут, конечно, изменения по рыцарю жезлов и королевы мечей. Тут явно уже просто вмешивается в пространство, в это все. Вот это все. Я хочу понять, почему 2 мечей, почему сейчас такое состояние, прям перекрытие. Ну, такое ощущение, что вы как из темницы, знаете, вы вылезаете с этим мечом по справедливости, да? Да, абсолютно переход в королеву пентаклей, да, и в 9 пентаклей, да, то есть вот ощущение, что вот из вот этой всей темницы, вот я вышла, вот, я по праву, да, посмотри, я по праву, вот она я классная, карта мира, королева пентаклей, 9 пентаклей, да, когда заканчивается наше прозябание, да, заканчивается наше прозябание, потому что, собственно, вполне возможно для того, чтобы обрести больше, нужно потерять это меньше. Мы пока это все держимся, и мы как-то привыкли себя ограничивать, а здесь прям выход совсем на другой уровень, да, на чувствование других энергий, да, соответственно, на красоту этих энергий, когда ты действительно вот с человеком общаешься, да, у него такая аура, прям как дорогие селективные духи, да, ну просто я не знаю, с чем еще сравнить, вы выходите в это состояние, потенциал у вас на будущее. Хорошая 9 чаш. Да, самодостаточность, любовь, радость от жизни и иерофант, да, потому что я живу, ну, знаешь, как не живу по правилам, да, условно, создаю себе радостную жизнь, поэтому мне в этом спокойно, да, я создатель жизни, да, по иерофанту. То есть у меня свои каноны, соответственно, я никому там говна не делаю, условно. Вот. Смотри, как у тебя красиво, как выход идет у тебя и в 2 чаш, и в 9 чаш. То есть вот твоя вот эта энергетика, она действительно привлекает к тебе серьезных людей, там, на серьезные отношения, на перспективы, да, 4 пентаклей. Но это все-таки про что-то стабильное, понимаешь? У тебя отваливаются вот эти вот все потребители, которым дай, да, сожрали тебя настолько, что у тебя вообще вот выхода не было в твою же эту карту мира. Вот такой интересный энергетический слепок. Ну, как бы я рада, что у вас все меняется. И нам показали вообще. Нам показали, как вы выходите из-под гнета людей, которые почему-то решили, что они круче вас и вправе, значит, говорить вам неприятные вещи, всякий газлайтинг, да. Тут вот просто все это показывает, уничтожение вашей личности, атаки на ваше тело, на ваши прекрасные мысли.
на ваше проявление в жизни. Благо, что вы из вот этого выходите, нам это показали. Вот такая была позиция по третьему варианту. Все три позиции достаточно сложные, потому что показывают вашу... В прошлом очень много боли. И вот эта боль, она у многих осталась на уровне тела, и сильно считывается, так что просто мне виски ломит, простите. Дайте мне обратную связь. И я оставляю за собой право вернуть, собственно, вам лично ваши там, не знаю, что, в вашей жизни весь негатив, который вы пытаетесь там слить. Да? Услышали? Всем алюминь. С вами была я, ваша нейроведьма.